Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. И сегодня я расскажу вам об вот этом смартфоне. Это Red Magic 9 Pro Plus. По идее, это верх инженерного искусства 2023 года. Здесь у нас абсолютно скрытые камеры, никаким образом они не выпирают. Помимо этого, здесь есть физический вентилятор, помимо этого есть Type-C-шник уже Gen 3, два триггера, притом довольно неплохих, механическая кнопка переключения в игровой режим. И вроде я должен вам еще рассказывать про 120 Гц экрана, последний процессор Snapdragon Gen 3, уникальные тактильные ощущения, зарядку минуя аккумулятор, игровые возможности на уровне вау, довольно крутые динамики и крутое вибро. Но не все так просто. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Напоминаю, что я стараюсь покупать все подобные устройства, о них вам рассказывать, после чего я их чаще всего продаю. Иногда оставляю себе. Этот смартфон, как всегда, я уже гонял в Твиче. То есть там был игровой тест нон-стопом, после этого я его выгрузил на лайв-канал, и у меня уже был обзор одним кадром, когда я хожу и рассказываю про смартфон на камеру самого смартфона, чтобы вы могли оценить, насколько она хороша. Стоимость у него как у флагмана, а вот все остальное... Об этом узнаете в ролике. Распаковка. Поставляется этот смартфон в серебряной упаковке из плотного картона. На ней есть название и краткие характеристики смартфона. Если говорить об упаковке, она стандартная. Не сказать, что там какой-нибудь картон особый, как в OnePlus, или подход особый, как в азусовских смартах. Просто хорошая коробка. В комплекте мы имеем прозрачный пластиковый чехол максимально дошманского качества, краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, которая, кстати, с неплохой олеофобкой, но она стирается довольно быстро, уже через неделю. Блок питания с китайской вилкой и разъемом Type-C на 165 Вт. Кабель для зарядки и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти установить нельзя. Вес смартфона составляет 229 граммов. Смартфон не компактный, и его габариты 164 на 77 на 9 мм без блока камер. Они абсолютно никаким образом не выпирают. С одной стороны, это, конечно, хорошо, а с другой стороны, по мне, их качество не особо хорошее. Хотя людям нравится. Я скинул исходники в свою личную телегу, никто не жаловался. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто подпишется на этот канал с колоколом, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. В конце концов, среди концов, я все эти телефоны покупаю. Понятно, что потом продаю, но, разумеется, я на этом деле теряю. И вы получаете обзор не от какой-то площадки или от какого-то человека или магазина, а от человека, который купил и потом продаст. Понятно, что это все-таки не пользователь, который решил раскошелиться так серьезно на этот смарт, но потеряю я на нем прилично при продаже, поэтому не забываем лайк и колокол. Переходим к смартфону. Дизайн смартфона интересный, как в целом и у нескольких последних моделей от этого бренда. Рамка алюминиевая, грани прямые, можно сказать, дизайн уникальный. Тыльная часть из стекла. Пользоваться одной рукой не совсем комфортно из-за габаритов, но в целом можно. Сборка и качество материалов хорошее. На корпусе расположили различные элементы дизайна, кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C с OTG версией 3.2 Gen 1 с поддержкой режима DP, 3 микрофона и 2 основных динамика. Притом на место под кулер на Али уже продаются даже наклейки для того, чтобы улучшить влагозащиту и уменьшить шум. Звучание с поддержкой технологии DTS-X Ultra. В настройках на смартфоне есть различные предустановки звука и даже кастомный эквалайзер. Динамики громкие, качество звука по мне хорошее. Не топовое, но хорошая. Вибромотор же с тактильно приятной вибрацией поддерживает 4D вибрацию для игр, плюс можно настроить силу вибрации. Хотя до OnePlus им далеко. Очень удобно, что в данной модели есть ИК-порт и мини-джек на 3,5 мм. Также установлен вентилятор для охлаждения, который имеет подсветку. Выглядит подсветка ненавязчиво, персонализировать подсветку можно, как и использовать ее в качестве индикатора уведомлений. К слову, циферки на тыльной части корпуса тоже подсвечиваются. Что касается самого вентилятора, с одной стороны, это дело неплохо справляется с охлаждением смартфона, но опять же только первые 5 минут. И с другой стороны, необходимо бережно пользоваться смартом, чтобы не повредить этот вентилятор. Вы примерно представляете, какие проблемы будут, правильно? Если он выйдет из строя. Потому что все теплоотведение у них базируется на том, что он оттуда будет гонять воздух. Без него все проходит намного все хуже. Опять же, в конце ролика поймете, про что я. К слову, во время нагрузок вентилятор знатно шумит, а смартфон, исходя из того, что в нем расположили вентилятор, не имеет защиты от влаги. И это очень плохо. Последнее, что мы имеем, это красный переключатель
переключатель для быстрого включения игрового пространства и сенсорные триггеры. Даже с учетом того, что я предпочитаю механические триггеры, использовать сенсорные триггеры в данной модели удобно, но нужно привыкать. И плюс можно настроить силу нажатия, команды и не только. То есть макросы здесь есть, а в игровой панели можно найти большое количество различных и полезных функций для настройки устройства под игровой процесс, используя готовые предустановки или воспользоваться ручной настройкой. Переходим к, в принципе, основному. Смартфон оснащен OLED Boya Q9 Plus матрицей на 6,8 дюйма. Разрешение экрана 2480 на 1116 пикселей. Матрица у экрана абсолютно плоская. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Подбородок у экрана минимальных размеров, как в целом и рамки. Фронтальная часть камеры спрятана под экран, и для игрового смартфона это решение является отличным, так как вырез под камеру не мешает в играх, но при этом качество видео и фотосъемки, мягко говоря, плохое. Примеры увидите еще. Цветовая гамма 100% DCI-P3, плотность пикселей 401 ppi, что, конечно, маловато, но как считалку его не совсем комфортно использовать. Я считаю, что комфорт начинается от 500 ppi. Но при этом 400 ppi это минимальная плотность пикселей для комфорта. Пиковая яркость 1600 нит. По моим замерам экран выдает 890 люксов на 100% яркости, а с включенной автояркостью в пике 1300 люксов, но только в определенном участке экрана. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках можно выбрать меньше герцовку или включить функцию автоматической подборки частоты. Частота дискретизации касания до 960 Гц. Тест касания вы можете наблюдать на экране, результат не лучший, но в играх сенсорный отклик хороший. Мультитач, разумеется, в наличии, экран не лучшим образом откликается на 10 касаний одновременно. Берут пример с яблока, но главное 10 есть. Для регулировки шима используется шим затемнения на 2160 Гц. Показатели шима выше 22% не поднимаются, что является средним результатом. У меня лично глаза от экрана не уставали, но людям, которые чувствительны к шиму, стоит обратить на это внимание. Автоматическая регулировка яркости работает корректно, полноценный АОТ на борту. Его, разумеется, можно настраивать. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и распознавания лиц. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но часто с ошибками. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под небольшим углом. Завести один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, за что отдельный минус. Всего можно завести до 5 отпечатков. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, стандартный обвес, интерфейс Red Magic OS 9 версии на базе Android 14 версии, русского языка нет, но есть английский. Как многие пишут, не факт, что будет много обновлений, но они однозначно будут. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 16 или 24 гигабайта. Внутренняя память UFS версии 4.0 на 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей ниже, для 4G 7 20 бенд на борту, связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора приемлемое. Микрофоны и датчики приближения не подводили. eSIM, разумеется, нет, потому что это китайская версия смартфона. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, почему-то не последний. NFC на борту есть, что хорошо, а в плане навигации смартфон показал себя отлично и в то же время стандартно для процессора Qualcomm. Емкость аккумулятора 5500 мАч. В PC-марке смартфон выдал 9 часов 5 минут со 100% яркости и 120 Гц экрана, а Work Performance великолепные 20 878 баллов. Заряжается он от родного адаптера питания от 0 до сотки в среднем за 22 минуты. Беспроводной зарядки нет, за что отдельный минус. Притом в играх он поедает в среднем у меня 40% в час, яркость сбрасывает. На лайв-канале есть запись стрима с тем, как я пытался его гонять. И это была печаль, потому что он, как и Meizu 21, через определенное количество времени отрубил возможность использовать микрофон, слишком грузился процессом Smart. И помимо этого, через 10 минут уже сбросил яркость с 900,5 люксов до 500,5 люксов. То есть практически на 40%, и это очень сильно. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест я проводил несколько раз, и на 100 потоках при 30 минутах смартфон показал 461 гипс максимально, в среднем 395 гипсов и минимально 350 гипсов. А на 100 потоках при 60 минутах 454 гипса максимально, в среднем 384 и минимально 351 гипс. В Geekbench в сингл-коре в шестом 2279, в мультикоре 7128, в OpenCL Core 14785. А вот 3D Mark, смотрите, вы видите все данные сейчас великолепно, видите, как все великолепно стабильно, но я вам скажу честно, 3D Mark только Slingshot и Slingshot Extreme он прошел, а все остальное он проходил и вырубался от перегрева. Не просто говорил, я перегрет и вылетало, а у меня он вырубался. Так что все данные, что вы видите, в морозилке. То есть, если вы планируете использовать телефон где-нибудь на морозе, великолепно, он будет греть ваши руки. Если планируете его использовать в помещении, то я вам скажу, что во время игры он тоже эгегей как перегревался. И лицевая часть, когда у тебя 41 градус через 30 минут игры в PUBG, я вам скажу, комфортно
комфорта 0. Логично, что если использовать его вместе с кулером, то все будет лучше, но с кулером что угодно будет хорошо. Бантута выдал результат в 2 миллиона 69 тысяч попугаев, потратив 9% заряда на тест, при этом температура увеличилась аж на 13 градусов. И посмотрите температуру батареи, вы очумеете. То есть кулер, в принципе, отрабатывал минут 7 первые, а потом ему стало уже плохо этому смартфону. Storage тест показал хорошие 141 тысячу, но это не супер. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор S5KGN5 на 50 мегапикселей с оптостабом, широкоугольный сенсор S5KGN1 также на 50 мегапикселей с 2-мегапиксельным сенсором GS02M1, макросенсор. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 8К 30 FPS, 4К 60 FPS и ниже. Фронталка OV16E1Q на 16 мегапикселей замаскирована по центру верхней части экрана, как я уже говорил, максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 FPS, короткие примеры вы сейчас увидите, и ничего фееричного, фантасмагоричного сравнивать я этот смартфон ни с кем не стал. Почему? Потому что никаких тут супер фотографий или супер видео нету. 4К 30 FPS ночь, съемка с двух рук после всех обновлений. 4К 60 FPS, съемка с двух рук после всех обновлений, разумеется, на ультраширик перейти нельзя. 4К 60 FPS, ультраширик, ночь, максимум X5. Так, ну что, первое а-ля сознательное видео по съемке на Red Magic 9 Pro Plus. Освещение, кстати, неплохое, но суперским его не назвать. И я вам скажу, что по мне очень даже достойно. Подло автофокус против солнца. Red Magic 9 Pro Plus, 4К 60 FPS и... Да, надо ручкой помогать. То есть сейчас я пальцем ему фокус настроил. Но в целом очень даже радует. Еще подпилят, хотя уже приходила прошивка новая. То же самое на ультраширик. Фронталка с отключенным бьюти режимом, и подфризивает она, конечно, люто. Но мне так кажется, что здесь просто алгоритмы отрабатывают прям капитально. И когда все это дело запишется, все будет лучше. Вот оно в помещении, фронталка как отрабатывает. Я вам скажу, что откровенно это великолепная фронталка. Меня уже мало волнует, потому что я провел тротлинг-тест в Antutu, и вентилятор справлялся только первые 5-7 минут. Вы это уже видели в ролике. Ну вот так вы модно сможете иметь фронтальную камеру, которую практически не видно. И в принципе за счет алгоритмов она вывозит, но насколько хорошо вы сейчас видите. И вот так с одной руки будет работать основной модуль 4К 60 FPS. Получается DC с одной руки. Вот так снимают супер-мега клипы, распыляя часто воду. Но опять же, любые копипасты разгоняют кого? Правильно, первого, кто придумал эту тему. Тоже касается из фотографий, видео, еще чем-то. В целом неплохо снимать. Качество мне нравится. На ультраширик не перейти, разумеется. Вот так народ фотографирует. Вот он ультраширик, тоже 4К 60 FPS. Максимально плавно, чтобы ощутить всю глубину глубин. И максимум зум X5. Зачем он нужен, я не знаю. Чтобы сказать, что есть зум. Потому что пользоваться им такое себе. Так, ночная съемка, и этот смарт я не буду ни с какими яблоками, вообще ни с чем по видео возможностям сравнивать, потому что здесь сравнивать в принципе нечего. Как говорится, снимает это хорошо игровой смартфон. И ночная фронталка — это только убийство моего же ролика, как говорится. Почему? Потому что YouTube будет видеть качество и будет думать: друг, ты вообще не умеешь делать ролики. Как ты можешь выгружать такое? Вот. Но вы-то знаете, что это все для чистоты эксперимента. Ночная съемка. Максимально все некомфортно. Good luck. Bye-bye. Вот так можно на Red Magic снимать классическим образом. Я не знаю, кто ради чего. Я говорю, когда какой-то большой бородатый чувак говорит: я оставлю себе этот смартфон, значит что-то не так.
Ну вы поняли, для чего он его оставит. Фронталка. И продолжаю рассуждать. Ну вот этот агрессивный маркетинг, и правда, когда там супер большой блогер рассказывает, что он хочет оставить смартфон. Притом он ходит понятно с чем. И не мне в него камни кидать, потому что на iPhone я подснимаю все. И этот ролик весь снят на iPhone. На 15 Pro, на 15 Pro Max и чуть-чуть на Sony FX3, просто чтобы почувствовать себя не бесполезным блогером. Так вот, если он говорит, что я оставлю себе смартфон вот такой, то мне интересно, зачем? Потому что мы знаем, кто у нас делает топовые игровые смартфоны. Это типа для красоты, ну логично, что они остаются все время как аксессуары, и потом, разумеется, можно с ними делать подсъем. Может быть, когда-нибудь я до этого тоже доползу, но мне кажется, вряд ли, потому что терять на одном ролике, как в этом случае, $1000, просто чтобы поставить себе Red Magic и показать, что вот такой кирпичик должен был быть, ну для меня это слишком круто. Просто слишком. Тогда уже, если оставлять, это типа разыгрывать каждый ролик. Тогда было бы весело, правильно? Ну, в общем, в целом, фронталка мрак, основу вы сами видели, исходники можете скачать. Не такой мрак, но на уровне смартфона за $200-300. По поводу стабильности у меня к нему все еще вопросы, и они вряд ли отпадут. Вот они, масштабные съемки. Главное, чтобы из руки не выпал. А сам пошутил, сам посмеялся. Вот так сможете где-нибудь на отдыхе либо в месте жительства снимать виды. Разумеется, с искусственными источниками освещения, без солнца, с одной руки. Еще немного съемки уже в другом лифте. Кстати, когда я записываю, есть ощущение, что камера подлагивает. То есть такие тормоза. Очень мне интересно, когда я посмотрю в том, что получилось, будет ли она с тормозами или нет. Вот. Ну что, классический стандартный тест. Как вы сможете снимать кофе без дополнительного освещения. Не на правах рекламы Starbucks. Просто это единственный кофе, который здесь можно нормально купить. И, разумеется, капсульный кофе никогда не может быть нормальным. Но вот так сможете снимать процесс. Потом еще, может быть, что варить буду в гейзерной. Тоже сниму. День 4К 60 FPS, и даже сейчас я вижу какие-то шумы. Непонятная очень съемка. Ну как непонятно, будем, скажем, прямо игрового смартфона. И водопадик искусственный. Вот так будете снимать. Иксы, X10 и в 0. Ну, попытаюсь я с двух рук красиво снять. Сейчас великолепное освещение для съемки. Насколько хорошо получаются смартфоны, вы видите? По мне неплохо. И фронталка днем, ну, на уровне смарта за баксов 100. Даже 150, ну ладно, 100. 70. Не 100, не 50, за 70. Где-то долларов. Но это не ночь. Ночью, конечно, бесполезно, а днем, видите, можно как-то что-то снять. Считайте, там 300 тысяч бьюти режимов просто включено. И еще немного видео. Спуск довольно быстрый. И, как говорится, съемка с одной руки. Да. Обратно будет расширить X5. Во-первых, только что он разогревался у меня до 65 градусов в третьей марке, аккумулятор. А во-вторых, очень он скользкий без чехла, прям безумно. 4К 60 FPS. Продолжение съемки. Вот так баланс белого прыгает, динамический диапазон здесь непонятно как настроен. Помимо этого, цвета отображает он не натурально. Это дело намного более блекло, чем вы видите. С небом. А вот
небо ярче как раз. Минусы: шума от вентилятора, нет беспроводной зарядки, лаги, перегрев лютейший просто. И непонятно, за что вы будете платить здесь такие деньги. Да, есть мини-джек, да, есть инфракрасный порт, да, это Type-C-шник. И вроде бы уникальный внешний вид, но я не понял, в чем его фишка. Потому что цена не копеечная. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем, кто поставит лайк этому ролику, напишет, какой бы смартфон еще хотели увидеть на обзоре, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Девайсу от меня, да или нет, узнаете сейчас. Резюмирую, и вот сейчас я бы уже хотел делать как-то неправильно, что я раньше бы не делал, наверное. По мне, если вы видите у какого-то очень супер большого блогера обзор на какой-то девайс, после которого он говорит просто: я себе оставляю это устройство, не аргументируя ничем, кроме того, что ну вы не видите здесь блока камер. Это как минимум странно. Это показатель того, что куда-то они свернули не туда. В плане чего они не туда свернули? Если бы те же деньги на рекламу вот подобным людям они потратили на создание программного обеспечения, у них бы не сбрасывалась яркость с 9 сотен люксов до 5 сотен люксов. Это, конечно, дичь. И это реальный игровой смартфон, он бы не вырубался в 3D Mark при тестах. Если говорить про Gen 3, но они не дооптимизировали. Друзья, это третий эшелон. У меня уже не первый обзор на канале на смартфон с Gen 3. И это первый смарт, который просто вырубается в 3D Mark, либо вылетает 3D Mark у него. То есть два варианта развития событий. И прямым текстом это подтверждает тест в играх. Отыграл полчаса, 41 градус на экране. Это прям вообще неприятная история. Корпус очень горячий. Вы скажете, тогда значит отличное теплоотведение. А зачем тогда нужен этот вентилятор? Если смартфон реально у меня перегревался батарея до 64 градусов. Я не успел это сфоткать в 3D Mark, но 64 градуса, Карл. То есть что дальше? Дальше реально яичницу можно будет жарить. По поводу камер, они здесь посредственные, игровой режим, триггеры супер волшебными какими-то не назову. И по большому счету, да, они хайпанули, они напомнили о себе, кто-то назовет их вторым эшелоном, потому что как-то Red Magic надо продавать. Это же очень сложно, но это реально сложно, потому что это никакой не такой смарт из разряда, что ты побежишь, его будешь покупать за, там, не знаю, 70-100 тысяч рублей. Надо как-то вас мотивировать. Я не знаю, как мотивировать покупать такое. Почему? Потому что одно дело, когда я говорю Asus, это идеальные смарты, Black Shark, которые давно не выпускались, но у них всегда адекватный ценник. Откуда этот ценник у этих людей? Здесь нет 144 Гц экрана. Здесь нет защиты от влаги. Скажите мне, что здесь есть кулер, а зачем он здесь есть, если он не охлаждает так топово? 900 с лишним люксов — это абсолютно стандартная яркость, это не бренд первого эшелона, и в сухом остатке мы имеем что? Игровой смартфон эконом-класса с абсолютно неигровым ценником, с радостью, что у тебя вот камеры не выпирают. Все. И все эти диодики, еще что-то, GameSpace его и зарядка, минуя аккумулятор, курам насмех, потому что по большому счету есть у нас, повторяюсь, Asus, уже в принципе все смартфоны могут являться игровыми. А если говорить о настоящих игровых устройствах, ну мы знаем все прекрасно, что скоро Assassin's Creed выйдет на яблоке. Вот это игровые решения. А вот это Android за космические деньги с чем? Вы бы купили себе такой смарт? Может, вы уже купили? Напишите в комментах, и правда, может быть, я слишком радикален, но у меня все топорно. Тест на камеры не топ, тест в играх не топ. Еще и, кстати, микрофон, так же как Mate 21, взял и отключил во время игры, потому что в Твиче ему слишком тяжело, видите ли, стримить за эти деньги. Это самый дорогой смарт, что я покупал за последнее время. Надеюсь, у меня получится его удачно продать. Удачно не получится, надеюсь, получится продать без сильного минуса. Девайсу от меня однозначное да, как от образца того, как нужно пиарить непонятно что. Когда я смотрел обзор на него, меня прям прослезился, я не понял, о чем он. Напоминаю, что в моей личной телеге вы можете скачать исходники фото и видео. Девайсу в отрыве от цены однозначное да, включая цену и результаты моих тестов, бесконечное нет и по-другому быть не может. На то это и ZTE. Добра и удачи вам, дорогие друзья.